Друзья, сегодня готовим десерт, который пахнет летом, клубникой, голубикой и желанием ничего не делать. Он получается очень легким, свежим и готовится невероятно просто. Поэтому не теряем больше времени и поехали готовить! Начинаем с желатина. Я беру самый обычный быстро растворимый желатин из магазина. И нам нужно его замочить так, как указано на упаковке. Его нужно залить водой и оставить набухать. Пусть он там подумает о жизни, а мы пока начнем готовить вкусные части. Берем молоко, добавляем к нему мед, ваниль и цедру лимона. И сразу появляется аромат на кухне, как будто пришло лето и спросило: ну что, вы скучали? Мед я использую только потому, что я хочу, чтобы мой десерт был более диетическим и легким. Но если вы хотите, можете взять самый обычный белый кристаллический сахар. На этом этапе, когда мы добавили цедру, все хорошо мы перемешиваем и отправляем в сотейник на плите. И нам нужно разогреть молоко где-то до 45-50 градусов. Это максимум. И очень важно, молоко не должно быть горячим и тем более не должно кипеть. Потому что, во-первых, желатин не любит кипяток. Если его перегреть и потом положим желатин в горячее молоко, он потеряет свои жирующие свойства. И десерт потом, честно, не будет держать форму и не застынет. А во-вторых, нам нужно еще добавить сметану, а она точно не любит сауну. Поэтому 45-50 градусов максимум. А пока молоко греется у плиты, нам нужно подготовить клубнику. Нам нужно убрать вот этот верхний хвостик, потому что десерт этот хвостик не самый лучший. Я хочу разделить клубнику на 4 части. Но если вы хотите, вы можете положить целые клубники в десерте. Так при разрезе может даже получиться более интереснее. Но я решила поиграться, поэтому разрезаю вот так клубничку на 4 части. Голубику я не буду трогать, я ее буду добавлять целыми зернышками. Поэтому пока что занимаемся только с клубникой. Когда молоко стало теплым, добавляем к нему набухший желатин и хорошо размешиваем, чтобы он полностью растворился. В отдельном сотейнике отправляем сметану. Я использую 12%, потому что с ней десерт получается более нежный и сливочный. К ней тонкой струйки добавляем наше молоко и хорошо мы объединяем между собой. Наша смесь уже готова и в принципе можно уже так его оставлять в холодильнике, чтобы застывал. Получится тоже очень вкусно. Но мы хотим вкус лета, поэтому в нашу смесь мы добавляем клубнику. Обязательно много спелой вкусной клубнички и добавляем нашу голубику. Вот так. И тоже хорошо вот так перемешиваем между собой. А после этого мы будем уже вся эта смесь отправлять в нашу форму. Сейчас я вам покажу, какая у меня модная, супер классная форма. Та-дам! Это тетрапак из обычного молока. У меня нет силиконовой формы, либо какая-то другая, поэтому я использую вот такую формочку из-под молока. Теперь мы все это богатство отправляем во фней. Наш десерт практически готов, и есть один важный момент по поводу фруктов. Не все фрукты подходят для желатиновых десертов. Например, если вы возьмете свежий киви, это не лучший вариант, потому что в нем содержатся ферменты, которые разрушают белок желатина. Из-за этого десерт может просто не застыть. То есть, если вы ждете красивый и нежный десерт, вы в конце концов получите сметано-фруктовый супчик. Не очень-то будет. Поэтому лучше всего брать именно те фрукты, которые не содержат такие ферменты. Теперь мы накрываем наш тетрапак с помощью пищевой пленки и отправляем его в холодильнике на застывание. Где-то на 5-6 часов лучше всего. А после этого я вернусь к вам и покажу, что у меня получилось. Ребята, а пока наш десерт отдыхает в холодильнике, у меня дилемма, потому что очень давно вы просили чиабат, но я не знаю, какой именно вам нужен. Классический вариант снять или чиабата с добавлением сыром, беконом, маслинами.
Поэтому, если вам интересен именно какой-то определенный рецепт, напишите под комментарием, чтобы моя дилемма закончилась. Ребята, я вернулась, а это означает, что наш десерт застыл. Теперь с помощью обычных ножниц нам нужно разрезать тетрапак и, собственно, его вытащить. Это очень удобно, потому что у вас есть одноразовая такая формочка. Это получается очень быстро и очень удобно. Ребята, наш десерт готов, и он получился невероятно нежным и свежим. Поэтому, если вы любите такие десерты, то обязательно попробуйте. Если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайк, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!